Всем привет! Меня зовут Алиса, я клинический психолог, и сегодня я бы вам хотела рассказать, что я узнала из книг, прочитанных за последние 5 лет. Я думаю, это многим будет полезно, интересно. Я буду читать цитаты и немножко раскрывать тему. Если вы готовы, тогда давайте поехали. И я буду помогать себе с телефона. И первая цитата, которую я выделила, которая очень помогла мне внутренне вырасти, это знание о том, что человек сам создает свои эмоции. Другой человек не может заставить меня чувствовать то, что я чувствовать не намерен. Очень часто люди пытаются нам ввести в вину, что мы их за что-то обидели, мы их разозлили, мы заставили их чувствовать себя как-то неуверенно, мы их опечалили. Но интересный факт. Если человек чувствует свободу над собой, властен ли он выбирать свои эмоции, или же он является зависимым от мнения и эмоций других людей? Подумайте насчет этого. Если вам мама в какой-то момент звонит на телефон и жалуется, что у нее больные колени, что снова подорожал сахар, или что она до сих пор не может съездить к какой-то родственнице, или как все плохо, подумайте, не мама ли выбирает сама проживать такие эмоции? Если вам подружка звонит и жалуется на своего молодого человека или мужа, не выбирает ли подружка проживать эту жизнь так, как ей хочется? Может быть, она любит страдать, может быть, она привыкла страдать, может быть, ей кажется, что жизнь – это боль, и она отыгрывает привычный паттерн мышления, поведения. Задумайтесь о том, почему люди, если чувствуют боль, привыкают к ней и выбирают жить в ней, а не что-то изменить, что-то новое создать. Попытайтесь представить человека, который живет в парадигме того, что он выбирает собственные эмоции, и никто не властен над ним. Тогда какие решения он будет принимать и из каких побуждений? Второй фактор. Разрешить себе перестать терпеть то, что причиняет боль. Это же относится и к людям. Очень важно разрешить себе перестать терпеть боль. Мы очень часто находимся в дисфункциональных отношениях в своей родительской семье, видим очень много плохого, которое происходит каждый раз, видим какие-то предательства со стороны друзей или знакомых, и все это естественным образом оставляет отпечаток. Мы чувствуем боль, и вследствие этого мы не доверяем миру, не доверяем людям, не доверяем иногда даже самим себе, что является самым страшным, потому что мы привыкли переносить много боли. Много боли в работе, много боли в отношениях с деньгами, в отношениях с другими важными членами семьи или друзей. Неужели боль – это норма? Неужели боль – это то, с чем постоянно нужно сталкиваться? Или боль – это то, что происходит вне зависимости от нас, мы никак не можем повлиять на это? А можно выбирать думать, что если случается какая-то боль, то это я выбираю ее терпеть. А если я не выбираю ее терпеть? Тогда какое решение я могу принять? Тогда как по-другому я могу на это смотреть? Можно об этом глубже задуматься. И третье истекает из второго. Нет никого, кто может сделать твою жизнь хуже. Ты сам разрешаешь этому с собой происходить. Конечно же, мы понимаем, что человек ограничен, то есть если произошло какой-то несчастный случай или какая-то катастрофа, это естественным образом не зависит от человека. Мы сейчас говорим только про зону ответственности, на что человек действительно может повлиять. Нет никого, кто может сделать твою жизнь хуже. Например, начальник, который урезал зарплату, или молодой человек, который говорит нам измениться, потому что ему не нравятся в нас какие-то такие черты. Или, например, мы меняем сферу деятельности, пытаемся вкладывать много сил и времени в ту новую отрасль, которая нам кажется перспективной, но понимаем, что это не наше, и что мы вынуждены снова и снова искать, снова вступать в этот путь. Конечно, это тяжело, и это то, что является хуже. Что ты выбираешь, кроме того, как адаптироваться? Выбираешь ли ты расти, развиваться? Выбираешь ли ты принимать ответственность за сложившуюся ситуацию, посмотреть на нее ясно, рационально, трезвым взглядом и оценить, способен ли ты из нее выбраться, а какие ресурсы у тебя есть,
а есть ли у тебя люди, которые могут помочь, а есть ли навыки, которые ты собирал на протяжении всей жизни, которые могут тебе помочь выйти из минусов в плюс. Четвертое. Реакция, оправдание или агрессии – индикатор неуверенности в себе. Ну давайте подумаем про агрессию. Когда у нас возникает чувство агрессии? Когда мы что-то ожидаем, когда наши ожидания не соответствуют реалиям, в которых мы находимся. Тогда вопрос, почему мы это ожидаем? Ну, например, буду приводить какой-то супер банальный бытовой пример. Ваш муж пообещал в пятницу сводить вас на свидание, да, там, забронировать ресторан, столик и так далее, но заработался на работе и забыл об этом. У него попросту вылетело это из головы. Какие у вас были ожидания? Что в пятницу вы проведете в прекрасном месте, в прекрасном обществе супруга. Вы, может быть, уже нарядились и готовы были, и ждали его, и думали об этом с четверга. Но какова была реальность? Человек забыл, он поставил свои дела в данный момент в приоритет и забыл о своем обещании. Ваши ожидания не совпали с реальностью. Есть ли реакция раздражения и агрессии на мужа, который забыл? Если она присутствует в вас, то подумайте, почему вам вдруг стало так больно. Если вы планировали сходить в ресторан, и он об этом забыл, сходите без него. Возможно, у человека действительно сейчас проходит непростой этап, и ему нужно впахивать в этот момент. Можно сводить себя саму в ресторан, ничего страшного в этом нет. Провести это время так, как хочется. Потому что если вы сидели, вы ждали, вы злились каждый час, который проходил, а муж так и не вспоминал, это реакция обиженного ребенка. И она показывает вашу неуверенность в себе, вашу зависимость от каких-то событий, обстоятельств. Если что-то идет не так, вы всегда можете на это повлиять. Не обязательно тем образом, который вы сами себе придумали, но найти какую-то альтернативу, чтобы не расстраивать себя. Задайте себе простой вопрос: что я выбираю, расстроиться или изменить ситуацию в свою пользу? Так может думать действительно уверенный в себе человек. Пятый пункт. Люди демонстрируют уважение к самим себе одной лишь способностью самостоятельно справляться с собственными проблемами. Это очень важно, когда человек понимает, что перед ним проблема. Ведь многие люди закрывают глаза годами на то, что у них что-то происходит в отношениях, в работе, с финансами, с детьми. Они пытаются этого не видеть. Они говорят: у меня нет времени, у меня нет возможностей, я устал, я отпахал, я не хочу об этом думать. Человек, который уверен в себе и который жаждет что-то изменить к лучшему, который уважает самого себя, он, во-первых, обозначает проблему самому себе. Да, у меня есть проблемы в отношениях. Да, есть проблемы с финансами. Да, есть проблемы с работой и так далее. И тогда вопрос: что я выбираю с этим делать? Чего мне не хватает, чтобы с этим справиться? Мне не хватает знаний, мне не хватает психологической поддержки, мне не хватает поддержки родственников, мне не хватает навыков, мне не хватает специалиста, который мог бы это разрулить, мне не хватает денег, чтобы нанять этого специалиста и так далее. Но вот он уже план. И происходят некоторые незакрытые дыры, которые вы можете заполнить, поразмыслив, что я могу тогда для этого сделать. Может быть, устроиться на новую подработку для того, чтобы закрыть недостаток в финансах. Или же, например, опросить всех в моем списке друзей, есть ли у кого-то такой-то знакомый, который может мне помочь. Человек не перекладывает свою ответственность, а готов столкнуться с реалиями жизни и принять их, стать к ним лицом и попробовать выдержать и те эмоции, которые происходят от столкновения с реальностью, и принять взвешенное решение, как с этим все-таки справиться. Шестое. Если человек не уважает самого себя, он не может ни любить, ни уважать других. Человек не может дать другому того, чего он не имеет в себе сам. Вот вы приходите к человеку, который вам хочет дать финансовую консультацию. Посмотрите на то, как он управляется с деньгами. Посмотрите на то, кем он является, что он делает, что он умеет. Да, он не обязан быть экспертом, там, может быть мультимиллионером, но если он разбирается лучше вас, это один момент. А если вы приходите к человеку за финансовой консультацией, ну, например, к маме, у которой никогда не было
своих сберегательных средств, у которой нету никакого пассивного капитала, которая, наоборот, постоянно жалуется или берет в долг у своих родственников, и вы к ней приходите с этим за советом, чему она вас может научить? Она может только пожаловаться и сказать: ну видишь, какой мир несправедливый, вот в такой вот стране мы живем, да, не заработать, деньги уходят сквозь пальцы, посмотри, как все дорожает и так далее. Человек транслирует то, чем он наполнен сам. То же самое и с уважением и любовью. Если человек не умеет себя уважать, у него в принципе нет этой опции вначале понять, что это в принципе такое, как это выглядит, с чем это едят, и точно так же транслировать это к другим. Если он привык лицемерить, он будет лицемерить. Если он привык не доверять этому миру, он будет и транслировать это недоверие. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас любили, чтобы к вам прислушивались, чтобы вас уважали, вырабатывайте в себе по капле вот это чувство собственного достоинства, уверенности и уважения. Научитесь к себе, если не любить себя очень сложно, это целый путь. Но хотя бы научитесь испытывать чувство приязни к себе, да? Чувство сострадания к себе, сопереживания, сорадости, сочувствия. Это очень важно во многих моментах, чтобы вы себя не гнобили, не были для себя критикующим родителем, который постоянно дает по башке за каждый промах, а заботиться о себе, подумать, почему случилась та или иная ситуация, какие шаги мне предпринять, чтобы не оказаться в будущем в точно такой же ситуации, проявить сочувствие к своим эмоциям, обнять себя внутренне, пожалеть и дать какое-то напутственное слово, а не критику. Критику за вас могут сделать и другие люди, поэтому будьте к себе более сострадательны, тогда можно научиться уважению и получать уважение от других. 7. Искусство не в том, чтобы заканчивать отношения, а в том, чтобы не начинать их с неправильными людьми. Слушайте других с ясной головой, и они обязательно расскажут вам, какую суть являют этому миру. Действительно, когда я еще не изучала психологию, не изучала, как люди реагируют вербально, невербально друг на друга, что они транслируют, казалось очень много непонятных вещей. Почему один относится к другому таким-то образом? Почему там женщина, которую избивает супруг, ничего не делает и никак от него не уходит? Почему человек 30 лет жалуется на свою профессию, но не предпринял ни единого шага, чтобы ее сменить? Почему человек, который тебе улыбался в ответ, всегда был вежливым, доброжелательным, так тебя подставил, что у тебя дергается каждый волос на твоем теле от того, какой ужас происходит вообще в твоей ситуации? И, конечно, меня тоже интересовали в свое время эти вопросы. Почему люди так реагируют? Почему ты не ждал этого человека, а он так к тебе отнесся? Ты по-доброму, а он тебе 100 слов зла в ответ сделал. На самом деле мы просто не умеем смотреть и слушать людей, действительно слушать их и слышать, что они транслируют собой. Потому что если у нас появляется больше знаний, это один момент, но еще нужно тренировать себя, выходить в этот мир, общаться с человеком и не просто общаться, сосредотачиваясь на какой-то сфере или теме. Да, вот вы говорите, например, о искусстве, допустим, о балете вы говорите, о театре. И вот вы смотрите не только то, что человек говорит и знает об этом, какие книги он читал, какие он спектакли смотрел, а то, как он это делает, как он сидит, как он подает себя, как он думает, как он излагает свои мысли. Что происходит, когда в этот момент ему кто-то звонит на телефон? Он сразу вот так вот хватает трубку, говорит: да-да-да, алло, извини, пожалуйста. Или он просто выключает на беззвучном, ему никто не звонит. Или он видит, что ему звонят, но он кладет свой телефон лицом вниз. Что он говорит, когда представляется? Или когда вы приходите со своим знакомым, приятелем и представляете их друг другу, что они говорят друг другу в этот момент, как они друг на друга смотрят. Это все очень важные вещи, и они выявляют в вас то, что сидит бессознательно. Те первые реакции, которые считываются моментально. И уже можно сказать, задавая и нужные вопросы, и следя за тембром, интонацией и тем, что вговаривает человек, а чаще всего это его собственные убеждения, то в какой картине мира он находится. И плюс-минус мы тогда можем представить себе, что это за человек,
чего от него ожидать, ответственный он или нет, уверенный он в себе или нет, созависимый ли он или нет, и из этого уже исходить. Самый частый пример – это если человек курит. Неважно, что он курит, сигареты он курит, сигары он курит, какие-то электронные приспособления. Люди, которые на постоянной основе курят или пьют пиво там каждую неделю, это не является алкоголизмом, но тем не менее им для чего-то нужно уходить в зависимость. Люди, которые играют сверх меры в какие-то компьютерные игры, чья деятельность не связана с работой. Люди, которые смотрят сериалы за поем, и это происходит там не раз в полгода, это происходит каждые выходные. Это все аддиктивный тип личности. И сразу, как только вы видите, во-первых, человек разрушает свой организм всякими ядами, никотином и так далее. Причем на каждой коробке написано, что это влияет пагубно на здоровье. И вы задумаетесь вот сейчас, почему человек это читает, но тем не менее его привычка гораздо важнее, чем его здоровье. Может быть, есть стремление к саморазрушению. Люди иногда глубоко не задумываются, зачем им это надо. Для того, чтобы выглядеть круче или для того, чтобы скинуть нервное напряжение. Так вот, если скинуть нервное напряжение, почему выбирается именно такой способ, а не какой-то другой? Почему человек не идет на психотерапию, например? Или не задумывается о том, что его сподвигло к такому нервному перенапряжению. Может быть, у него проблемы в семье или на работе, может нужно график пересмотреть, может он в отпуске не был уже 5-й год. И, естественно, вся его нервная система просто кричит о том, что ему необходим отдых. Но вместо этого он уходит в зависимость, он постоянно курит, и уже он курит там не 4 сигареты в день, а полпачки или пачку. Человек как будто бы не задумывается об этом, о том, что происходит с его здоровьем, и ему проще делать одни и те же привычные вещи. И вот когда вы встречаете человека, который страдает зависимостью, он, возможно, принадлежит к одному из 3 типов. Это человек созависимый, человек, который имеет мазохистический тип поведения, и 3 – это всегда аддиктивный тип личности. Мы все в чем-то аддикты, конечно же, но есть аддиктивное поведение, которое включается лишь иногда при каких-то критических ситуациях, а есть постоянное аддиктивное поведение. Я вам предлагаю рассмотреть ракурс постоянного аддиктивного поведения. Конечно, из этого мы тоже можем выдвинуть несколько гипотез. Например, если вы захотите изучать аддиктивные типы личности, то такие люди не любят глубоко проникать в свой внутренний эмоциональный мир. Соответственно, они не могут проникать во внутренний мир другого человека. Они строят такие поверхностные отношения друг с другом. Они не очень сильно любят брать ответственность, потому что все, что является ответственностью, заставляет их приближаться к ним самим, в их глубокий внутрипсихический мир, чего они боятся. Поэтому все, что связано с ответственностью, отодвигается или спихивается на кого-то, кто демонстрирует свою возможность справиться с проблемами. Вот задумайтесь об этом, я не хочу перегружать видео, но даже вот этих 2 параметров в принципе достаточно, чтобы сделать некоторые выводы о человеке с зависимым поведением. 8. Критики – это тренажеры, выявляющие твои зоны уязвимости. Очень важно, как человек относится к критике. Понятное дело, что бывает так, что критику ты не запрашивал, а множество людей пытаются сунуть нос в твои дела и дать свое истинно верное мнение по любому аспекту. Но очень важно, как именно мы к этому относимся. Ну, допустим, самый банальный пример, возможно, вы его уже слышали десятки раз. Если вы мне сейчас скажете: Алис, какие у тебя ужасные зеленые волосы, я лишь посмеюсь, потому что у меня нет зеленых волос, они у меня рыжеватые. Соответственно, если вы знаете про себя, что у вас этого нет, вам будет все равно на то, что человек говорит или делает. Человек вам может сказать, ну я сейчас тоже какой-то банальный пример приведу: а что это тебе 30 лет, и у тебя детей нет? Почему это ты мужа себе не можешь найти? Или есть муж, ну почему вы детей не заводите? Смотри, сейчас будет 35, родить не сможешь. И так далее. Вот если для человека это не проблема, и он прекрасно понимает, какие у него приоритеты в жизни, хочет он детей, не хочет он детей, то эта критика, она его не ранит.
Он может сказать: а почему вас цепляет эта тема? Что вы в ней такого видите, что пытаетесь ее спроецировать на меня? У меня все хорошо, и советов не прошу по этому поводу. Если вам хочется о чем-то поговорить, давайте в принципе поговорим о детях, о рождении, если вам того хочется. Вы транслируете в первую очередь вашу реакцию, и вы своей реакцией показываете, можно ли вас зацепить за больное место или нет. Например, если человек взялся худеть, и вот прошло уже 3 недели, а у него вес по какой-то причине стоит или не очень сильно уходит. И вот он поделился, как-то обмолвился с другим человеком об этом. И тот ему говорит: ой, наверное, ты ешь слишком много. Или ты мало двигаешься, наверное, нужно больше. Или что это ты там худеешь? Знаю я, как ты худеешь, ты наверняка по вечерам пончики луцкаешь. И, конечно, если у человека есть эта зона уязвимости, его внешний вид, если он чувствует себя непривлекательным в собственном теле, то, конечно, эта критика будет болезненно ранить его. Он также может сказать: скажи, пожалуйста, а для чего ты мне это говоришь? Ты хочешь мне помочь или ты хочешь меня уязвить? А если уязвить, то зачем тебе это? Критики очень нужны в нашем обществе на самом деле. Хотя критика нас ранит, но также можно посмотреть на это с другой стороны. Она показывает, какие зоны уязвимости в себе вы не проработали. Что болью откликается в вашем сердце на каком-нибудь слове собеседника. Вот этот момент и нужно прорабатывать. Вспоминаем третье правило. Нет никого, кто может сделать твою жизнь хуже. Ты сам разрешаешь этому с собой происходить. И поэтому даже можно сказать спасибо этому критику и сказать: да, это меня зацепило, спасибо, что указал на то, что я должен в себе проработать. Так может сказать уверенный в себе человек, потому что он признает, что он не идеальный, и он готов стремиться к тому, чтобы реагировать все лучше и прорабатывать в себе все, что ему мешает. 9. Совесть ограниченная. Исполнение долга, навязанного извне. Совесть сознательная – источник ценностей, сформированный самим в себе. И это очень важно. У нас многие люди останавливаются в развитии своей идентичности на каком-то этапе. Где-то этот этап 3 года, где-то этап 5 лет, 12 лет, 17 лет, подростковый возраст. И все, дальше заканчивается. Если мы возьмем пирамиду Маслоу, то у нас там идет нижний уровень. Это физические ценности. Еда, питье, сексуальные потребности. Дальше у нас идет безопасность. И все, в принципе, на этом уровне живет очень много количества человек. Дальше они не поднимаются в культурные ценности, в духовные ценности, в ценности познания, в ценности мира, жизни, саморазвития. Очень здорово, что сейчас эта тема на таком пике популярности. Но тем не менее, если мы посмотрим в общей картине, то не все люди этим интересуются. Очень многие живут от зарплаты до зарплаты, не общаются глубоко со своими детьми, со своими мужьями, со своими женами. Почему это происходит? Потому что человек застрял на каком-то этапе. Он не видит то, во что он уперся. Он не хочет подниматься выше этих банальных потребностей. Потому что если он признает, что существует что-то выше, ему придется работать и очень много над собой. Ему придется понимать, что мир очень широкий, он разный, он состоит из разных людей, разных взглядов, разных мнений, разных книг и разной информации. И вот он уже выбирает, какой информации следовать, какую информацию к себе подпускать и что он считает в этом важным. А если он сформировал эту ценность, то ее нужно и отстаивать. А может ли он ее отстаивать при других людях? А готов ли он на это? Конечно, многие люди в этот момент рассыпаются и понимают, что это неудобно, потому что другие люди осуждают, другие люди критикуют, а критика – это зона уязвимости, а зона уязвимости – это работа над собой, работа, не просто знание, когда вы послушали какого-то человека, покивали и пошли дальше. Это именно работа, выполнение упражнений, ведение дневников, рефлексия. Это задания, которые нужно делать, именно делать. Никто за вас не сможет личностно вас вырастить. Личность подвергается интоксикации общества. Это состояние, когда опьяненный толпой человеческий индивидуум убегал от ответственности в неистовую животную бездумность. О чем эта фраза? Это как раз-таки о нашем времени. Когда мы открываем соцсети,
мы видим очень много разнообразных лозунгов, которые порождают в нашем сознании стремление к чему-то. Эти лозунги, может быть, стать лучше, зарабатывать больше, быть продуктивным, быть позитивным, заниматься нетворкингом, заниматься английским. Постоянно всплывают всякие рекомендации: купи меня, купи меня, купи меня, купи мой сборник, купи мои видеолекции, купи, 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 купи. Естественно, человек, который не задумывается глубоко о том, зачем ему это, почему он должен к этому прийти, за какие сроки он должен к этому прийти, а есть ли у него время на все это, он начинает думать: ага, сейчас очень важен английский, потому что я это слышу из каждого утюга. Тогда возьму и я куплю какой-то курс. И очень часто мотивация на 3-4 неделе заканчивается, и человек все это дело благополучно забрасывает, потому что не умеет ставить цели, созвучные своим убеждениям и ценностям. Если ему это созвучно, то окей, но если он идет на поводу у масс, то он как раз-таки превращается в животную бездумность. Я просто делаю так, потому что множество людей делают так и считаются успешными. Я тоже хочу быть успешным, поэтому буду делать вот так. Это тупиковый путь. Вы вначале подумайте, что подходит вам, что созвучно вам, а хватает ли на это времени вам, и уже потом что-то с этим делать. Ну и последнее, я объединю две фразы в одну. Жизнь ни о чем не думающих людей самая приятная, и вразумлять бестолковых все равно, что чесать скалу. Мне очень нравятся эти фразы. Где-то я также услышала фразу, что многие знания, многие печаль. Потому что чем больше вы знаете, и не просто в психологическом контексте, я вам даже рекомендую, если вы изучаете психологию, изучаете саморазвитие, поизучайте, пожалуйста, социологию, политологию, историю, искусство даже в какой-то степени, да, почитайте книги на эту тему, посмотрите спектакли разные, с разным философским подтекстом. Вы сможете увидеть с разных сторон какие-то общие социальные проблемы, общечеловеческие проблемы, общедуховные проблемы. Это все будет складываться из маленьких пазликов в одну такую большую масштабную картину. И, конечно же, жизнь ни о чем не думающих людей самая приятная, потому что когда человек ищет, когда он становится ищущим, то перед ним, естественно, открывается и какая-то нелицеприятная правда обо всем, о чем он знал раньше. Правда в том, что, допустим, родители говорили всегда одни и те же фразы: это мифы, его постоянно обманывали. Он стремился к тому, чтобы быть выше, лучше, сильнее, а счастья нет, а смысла в жизни как будто бы и нет, а друзей нет. И вроде бы он смотрит, у него 1000 подписчиков, а человека, с которым можно было бы поговорить, пофилософствовать, их нет. Люди закрываются, люди сидят по своим домам, по своим норкам, они боятся глубоко подпускать в свой внутренний мир, они боятся человека другого запустить и к нему углубиться в его внутренний мир. И вот он сталкивается с тем, что очень много технологий, очень много информации и очень полезной информации, но тем не менее каждый из нас почему-то в какой-то степени одинок. В какой-то степени происходит депривация его эмоциональных потребностей, депривация его смысла жизни, депривация его счастья. И почему это происходит? Он находит потихонечку ответы на все эти вопросы, рассматривая жизнь с разных точек зрения. Если человек ищущий, ему некогда скучать, ему всегда есть чем заняться, что новое изучить, что новое посмотреть. Поэтому мне эта фраза нравится. А про вразумлять бестолковых, например, если человек не знает банально, как умножать в столбик, то будет бесполезно рассказывать ему, как вычислять логарифмы или интегралы. Он просто вас не поймет. Он просто покрутит пальцем у виска и скажет: да вы вообще выдумали эти логарифмы, вообще выдумали эти интегралы, и заниматься тебе нечем, чтобы эту ерунду решать. Давай я тебе лучше мемчик покажу или анекдот. Мемчики, анекдоты — это очень здорово, они помогают нам расслаблять наше мышление. Но тем не менее должен быть какой-то компонент, к которому человек идет, какой-то глубокий, философский, наполненный смыслом. Я предлагаю вам также подумать, какими смыслами наполнены вы, какие смыслы являют вас, и что вы могли бы рассказать человеку, если бы допустили его глубоко в свое пространство. Какими бы вы темами поделились с ним?
Это были бы какие-то проблемы, это были бы какие-то межличностные отношения, или это были бы глубокие философские вопросы, например, в чем для тебя смысл жизни? Какой смысл для тебя в страданиях? А какой смысл для тебя в радости? А какая книга дала тебе наиболее глубокий смысл, от которого твое мышление и сознание перевернулось? А какая музыка является частью тебя? Какая музыка олицетворяет тебя как человека? Или какой спектакль оказал решающее воздействие на твое мышление? Если вы будете готовы, поделитесь со мной в комментариях ответами на эти вопросы. Мне будет очень приятно и интересно это все прочитать. Надеюсь, информация, которую я сегодня донесла, была полезной, интересной. Обязательно напишите, хотите ли вы вторую часть, потому что это явно не конец тех цитат, вопросов жизненной философии, которую я нашла за эти годы. Также вы можете делиться своей жизненной философией, цитатами, убеждениями, которые вам помогают по жизни. Будьте счастливы, будьте любимы, заботьтесь о своем ментальном здоровье, и я вам желаю огромных открытий на пути к самому себе. И всем пока-пока!